Пакетик с белым таким порошком приятным, видимо. То есть понятно, что была подстава. Пару ударов дубинок и минус зуб. Здравствуйте, мои друзья! Рад приветствовать вас на своем канале для тех, кто хочет похудеть, развиваться физически и интеллектуально. Сегодня я хотел бы рассказать вам одну историю из жизни, которая перекликается с советами и мудростями, которые говорил мне когда-то отец, который я не мог логически воспринять правильно. Суть такая. Отец мне говорил, что людям надо делать добро, и оно к тебе вернется. Но делать нужно это осмысленно. Вот вторая часть для меня была и оставалась, в общем, загадкой. Что значит осмысленно, как понять, нужно делать или не нужно. И вот осознание пришло после только того, когда со мной произошел один достаточно интересный и познавательный случай. Итак, поехали. Было это достаточно давно. Ехал я на машине по трассе, увидел на дороге голосующую женщину. Она была бедно достаточно одета, выглядела не очень хорошо, с двумя детьми. Один лет, наверное, 14, так где-то, может, 12-14 лет. Второй был на руках, маленький, наверное, года 3. Она голосовала. И вот я решил ее подвести. А пока пауза, я пойду позанимаюсь спортом, сделаю несколько подходов, потому что, в общем, сидеть уже нет никакой возможности, физическая форма уходит. Тренируйтесь вместе со мной. Пойдем, а потом вернемся. Ну вот, собственно говоря, позанимались, кровь разогнана, отлично, можно продолжить рассказ. Она села в машину, на заднее сиденье, троем они сели, соответственно, всю дорогу, пока мы ехали, она мне что-то рассказывала про свою тяжелую жизнь, как ей трудно, как ей тяжело, просила даже, в общем, денег одолжить, но, к сожалению или к счастью, у меня не было наличных. В общем, тогда у меня было дикое, я помню, желание ей, конечно, помочь, дать денег. И даже некоторые угрызения совести я испытывал, что у меня вот не оказалось действительно наличных. Как-то неловко себя в этот момент чувствовал, да. Но по факту, в общем, не смог я ей помочь материально. В общем, она меня жалобила. И в итоге через какое-то время попросила остановить машину на развилке. И, в общем, с детьми вышла. Я тоже вышел. Машина была у меня старая. Соответственно, чтобы, в общем, проверить, все ли в порядке. У меня температура поползла вверх. Я решил просто дать двигателю немножко остыть. И вот я открыл капот, соответственно, да, сдернул пробку с радиатора. Стою, как говорится, смотрю. И краем глаза вижу, что она достает, в общем-то, из кармана такой смартфон. По тем временам это было вообще круто. Смартфон, это было что-то нереальное. То есть, чтобы вы понимали, я там с 3310 ходил, Nokia. И так, знаете, на машину смотрит, как бы, да, сзади, не видит, что я на нее смотрю.
кем-то общается, и явно я понимаю, что она говорит что-то про, ну, как бы, да, про меня, про мою машину там и так далее. В общем, это было, конечно, очень странно. Ну, я дальше постоял еще минут 10. И, в общем, когда она ушла, там скрылась и куда-то там, в общем, ну, я потерял ее из виду. Я решил посмотреть, все ли у меня в порядке, пока все равно стою. Ну, залез на заднее сиденье. И, в общем, там меня ждал приятный сюрприз. Да, там между подушками, собственно говоря, был запихан пакетик с белым таким порошком приятным, видимо. То есть понятно, что была подстава. Я тут же понял, что сейчас меня будут принимать. Вот. Тут же этот порошок я распылил по-быстрому, да. Помыл руки, успел как бы, да, влажной салфеткой все это стереть. И канистры из бензина помыл руки, чтобы, в общем, как бы все смывы ушли и забить чем угодно запах, чтобы это было не у меня. И все. И, в общем, сорвался с места, чтобы хотя бы это было не здесь. Ну, еду, понимаю, что, в общем, меня либо где-то должны принять, либо догнать. Хаотично думаю о том, как я, добрый человек, подсадил этого попутчика такого положительного. Ожидаю, в общем, самого неприятного, не знаю, как мне себя вести. И, в общем, как раз за поворотом, буквально там через метров 100, меня тормозят, да, ДПСники, ну тогда они назывались гаишники. Вот, соответственно, проверка документов, осмотр, спрашивают, есть ли у меня всякие препараты, запрещающие, да, к перевозке, там, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества. Ну, понятно, я понимаю, что, в общем, сейчас будет шмон, и будут искать, и нашли бы, и я бы получил по полной программе. Я не знаю, что делать реально. Давать им искать по машине, ну, наверное, бессмысленно. Они же знают, что это есть, и знают, где искать, и наверняка еще подкинут, если надо будет второй раз. Ну, в общем, какая-то очень неприятная ситуация. И я, в общем, недолго думаю, говорю, ребята, я все знаю, что вы подкинули, вот женщина, у меня есть ее координаты, как бы, да, есть ее видео, я видео уже отправил, не знаю, что я нес, потому что в то время, в общем, я говорю, телефон у меня был 3310, что я мог куда отправить, какой интернет мобильный, ну, в общем, что-то я им нес, я сейчас плохо вспомню, но я что-то тщательно говорил, то ли фотографии переслал, то ли еще что, ну, короче, какой-то бред. Вот, в итоге я сказал все как есть, что я ее вычислил, что я порошок размыл, нет у меня его, могут не искать. Ну и все, и положился на судьбу прекрасных служителей, да, закона. Ну, в общем, результат был, наверное, самый хороший, который мог быть в данной ситуации. Ну, как вы поняли, меня не приняли за хранение, там, транспортировку, употребление наркотиков, не сняли с меня денег огромного количества, да, вот, поскольку у меня, как я уже сказал вначале, слава богу, наличности не было. Тогда было не принято возить людей к банкоматам, чтобы они снимали, да, деньги полицейским. Отделался, в общем, пару ударов дубинок и минус зуб, который я до сих пор так и не вставил, а было это уже очень давно. Вот такая поучительная история. Делать людям добро, не делать людям добро, решайте сами, да, хорошо это или плохо, я уже теперь не знаю, но попытки сердечные помочь кому-то у меня всегда появляются, но, к сожалению, я всегда вспоминаю этот случай и на полпути торможу. То, что мне говорил отец, делай добро с умом, что это значило, вот теперь я, наверное, понимаю. Но как распознать ту грань между добром и злом, где надо помогать, а где нет, где довериться сердцу, а где, как бы, оказаться циничным, в нашей жизни сейчас непонятно. Как говорится, все расставляет жизнь на свои места. К сожалению, вперед мы посмотреть не можем, но оставаться, наверное, совсем черствыми тоже это, наверное, неправильно. На этом все. Если вы еще хотите что-то интересное узнать, где я побывал, как я занимался спортом, вы можете посмотреть вот по этим ссылкам, которые здесь будут. Всем удачи, пока.